Канал «Живу на рыбалке». Приветствую вас, друзья! Снова приехали на водоем. Но у нас сегодня необычный формат. Со мной никто не поехал. Я сегодня один. Приехал на берег речки. Это Волга, ниже Твери. Нашел себе вот такое вот местечко симпатичное. Все очень чистенько, убрано, на удивление. Обычно в этих местах приходится все собирать, а тут прям чистенько. Есть местечко, где поставить доночки. То есть вот так я разместился. Не хочется в выходные сидеть дома, пропускать, тем более, что уже август месяц. Вот, выходных осталось немного. Значит, смотрите, у меня сегодня по плану, наверное, больше фидер. Сейчас я покажу. Вот так я загрузился. У меня тут есть и стол, и палатка, и шатер, и раскладушка, и спальник, донки, фидеры, удочка, спиннинги. Но на самом деле это все с прошлой рыбалки. Просто мы живем на 5-м этаже, и чтобы это все дело не выгружать, соответственно, не таскать каждый раз туда-сюда, я это просто взял с собой. Мало мне здесь, наверное, ничего понадобится. Вот. Ну, значит, по планам у меня. Сейчас делаем прикормочку. Вот. И хочу я попробовать 3 снасти. Это фидер чистый, обычный фидерный монтаж. Потом хочу второй фидер соорудить с монтажом с коротеньким поводком, без наживки, там, на пенопласт или что-то такое попробовать. Если у меня лески хватит, у меня там какой-то моток лески есть, катушка не оснащенная. Вот. И достать один крокодильчик с коротенькими поводками, ну вот как мы ловили в прошлых видео. Так что вот планы такие. Ну, соответственно, я приехал с ночевкой. Вот сейчас, не знаю, часов 5, наверное, вечера. То есть сейчас разбираемся, замешиваем прикормку, потом раскладываем снасти, ну и вперед. Я думаю, что-нибудь из этого получится. Главное, чтобы нас дождь отсюда не прогнал. То там тучи заходят. Прошлой ночью дождь шел всю ночь. И вот тучи там заходят. Ну, будем надеяться, они нас не прогонят. Если что, спрятаться есть где. Так что погнали. Так, ну давайте замесим прикормочку. Значит, в составе у нас будет, как всегда, пшено. Еще даже не остыло. Сварено 1 к 1. Чуть-чуть оно такое недоваренное, жестковатое. И влажненькое. Туда мы добавим прикормочки. Прикормочка соберет влагу. И пачку геркулес. Самого обыкновенного. Ой. Маленечко неудачно, но слишком достанется. Так, мусор за собой надо убирать. Все это перемешиваем. Сейчас оно настоится, влагу пшено оттуда отдаст, прикормка заберет, геркулес заберет. Еще вот взял такую штучку хитренькую. Не знаю, будет она работать. Хочу кукурузу в ней маленечко перемолоть. И потом опарышей молоть, добавлять уже прикормку кормушечками. Давайте попробуем. Ну, есть, да.
по-русски сок дает. И ну вот так получилось. Так вот это выглядит. Такая кашица. Меленькая. И это тоже сюда. А в эту плошечку как раз будем водичку набирать, разбавлять. И хочу, я не помню, у меня там оставалось Сенсос. Атрактис концентрат. И хочу колпачок концентрат сюда добавить. Но я думаю, вот эту ведерочку мне до утра хватит. Вечер и на утро. Ну, если что, обычной прикормкой потом домесимся. Так что ждем, пока она себя наберет. И потом будем добавлять водички с запахом. Вот она уже такая рассыпчатая. В наших местах лещ очень любит пшено, поэтому без пшена хорошую рыбу поймать тяжело. Так что пусть настаивается, а мы идем за вонючкой. Классная водичка. Тепленькая водичка. Друзья, в общем, не успел я разложиться. Успел только прикормочку замесить, фидеры, катушки, леску поставить. И вот зашла такая туча. Гремит. Страшно. Не знаю, надолго ли это. Но дождик уже начался. В общем, печалька. Прячусь я пока в машину. От такого дождя, я думаю, не спасут никакие палатки, ничего. Даже доставать не буду. В общем, ждем окончания непогоды. Вот и закончился дождь. Но пока шел дождь, произошли небольшие изменения. Пока были маленькие перерывы в дожде, значит, я размотал фидер, вот, закинул маркер, покидал, и оказалось, что на том месте глубина максимум, куда я докидываю, 3, может быть 3,5 метра. Это там метров 60 от берега. Но я думаю, что маловероятно на такой глубине будет рыба. Вот. Я решил поменять место. Пока шел дождь, он очень многих прогнал. Вот. И я пробежался пешочком по берегу, посмотрел, взял фидер с маркером и покидал. В основном такая же история, а вот на этом местечке, по крайней мере, глубина где-то порядка 6 метров. Вот. Такое вообще уютное местечко, ровно для 2 фидеров. Уже донки сюда не поставишь, так что будем ловить на фидеры. Вот такое местечко, зато машина здесь под боком. Не надо за нее переживать, бегать наверх. Вот такое местечко. В общем, я подумал, все, что не делается, все к лучшему. Так что не будем унывать. Главное вовремя все сделать. Вот. Так что фидеры собраны. Сейчас до конца промеряемся и забрасываемся. Ну вот, наконец-то я закинулся. Фух, что-то какое-то начало рыбалочки не задалось. То гром, то дождь, то молнии, то место какое-то мне не понравилось совсем. Вот здесь вроде бы все более-менее. На правом фидере у нас, значит, один поводочек прям привязан к кормушке, к
кормушки. Но я попозже покажу, когда буду перекидывать. А левый фидер у нас стандартный, обычный, петля Гарднера. Вот. Левый фидер я закормил. Где-то порядка 10 кормушек кинул. Вот. А правый не стал. Просто посмотрим, будет ли на него клевать, как на крокодила. Здесь, к сожалению, третью уже негде кинуть. Так что будем пробовать вот так. Уже вечереет. Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Но, судя по всему, ближе к 9 уже. Уже смеркается. Вот я первый раз присел. Столик у меня. Так что ждем поклевок. Ну, в общем, как всегда. Волга в своем репертуаре. Вечером поклевок пока нет. Ну, точнее как. По одному удару видел на каждый фидер. На тот, который как донка сало сбила. А на этом опарыша обсосала. И все, без продолжения. И там, к сожалению, заходит вот опять такая туча. Вон. Причем оттуда же, откуда и предыдущая пришла. Боюсь, что ночью половить у меня, к сожалению, не получится. Все уже на бакинах фарватер включили. Мигает. Так что вот такая у меня рыбалочка пока получается. Ладно, мы не унываем. Главное, что не дома. В смысле, дома бы сейчас в душной квартире бы. А здесь природа, красота. Ну, а то, что рыбка не клюет, ну, будем надеяться, что, как всегда, утром что-то будет. По крайней мере, все разы, что мы ездили на Волгу, постоянно самая рыбалка была по утрам. Так что будем ждать. Надо сейчас пока, может, перекусить, что-то приготовить, пока дождь не пришел. Или наоборот, когда дождь придет, тогда в машину, наверное, заберусь и перекушу. Ладно, будем ждать. Друзья, выдалась у нас, короче, ночка. Обалдеть. Начиная где-то часов с 11 пришла гроза жуткая. Таких молний и громов я уже давным-давно не слышал. Ну, в итоге, соответственно, я покушал и попытался лечь спать. Но с такими молниями и с такими громами, конечно, сон не очень был. Ну, потом вроде все стихло. Я понадеялся, что все хорошо. Проснулся засветло. И что я наблюдаю, когда вышел? Вот сейчас, наверное, можно будет видеть. Вот оттуда заходит туча. Практически постоянно гремит гром. Сверкают жуткие молнии. О. Самое интересное, что вчера тучи заходили с той стороны. И ветер дул с той стороны. Буквально прошло сколько там, 4 часа, сейчас 4 часа утра. Просыпаюсь, и все наоборот. Теперь тучи идут оттуда и сверкает там. И гром гремит постоянно. Какие-то катаклизмы с природой происходят непонятные. Ну, по рыбалке, соответственно, в дождь я не выходил даже. Когда вышел, проверил на обоих. О, вот это, да. На обоих фидерах все скушено. Вот здесь точно была поклевка. Здесь резко была провисшая. Вытащил пустой крючок.
На том фидере натяжка осталась прежней, но вытащил, крючок тоже был пустой. Так что вот как бы это была не последняя наша связь. Я даже не знаю, что делать. Ну так быстренько я не соберусь. Да и как-то в 5 часов утра ехать домой, ну, бред какой-то. В общем, что, будем надеяться, что вот эта бяка, если даже до нас дойдет, а она дойдет, она будет ненадолго. Вот, слышите? Прямо надо мной гремит. Ну и я надеюсь, что у меня все-таки будет времечко еще половить. Уж не знаю, будет в такую погоду что-то клевать или не будет. Ну, в общем, ничего нового, как обычно. Всю неделю хорошая погода. Ну а как приходят выходные, так случается какая-то беда. Ну ладно, это у меня такой выезд скомканный какой-то получился. Ох, какие зарево. Будет еще что-нибудь вам показать или не будет, посмотрим позже. А вообще планируется у нас выезд в Весьегонск. Уже начиная со следующих выходных, в пятницу мы выйдем. Там большой компанией поедем на 9 дней. Там будет всякая рыбалка. Надеемся. И фидеры, и удочка, и спиннинг, и с лодки, и ночью. Стараюсь это все, конечно, заснять, насколько хватит батареек всяких. Батареек, карточек. Ну и, соответственно, там потом буду показывать какими-то частями там. Вряд ли все сразу я смогу в один ролик уместить. Так что подпишитесь. Я думаю, что рыбалка с Весьегонска будет интересной. Ну, а сейчас я буду помаленечку как-то в машину вещи уносить. А то вот это что-то все ближе и ближе. Сейчас вам подниму камеру, покажу, что там происходит. Если вам будет видно, того берега даже практически не видно. Он как сверкает. Так что буду прятаться. Ну что, друзья, пережил я и третью грозу. Если честно, уже хотелось после нее собраться и уехать. Но в итоге решил остаться, посмотреть, что будет дальше. Сейчас маленечко подзакормил снова. И пошли поклевочки. Мелочь, правда. 2 подлещиков с ладошку. Совсем маленьких поймал, отпустил. Вот. И поклевочки еще. Ну, не поклевки, наклевки. Еще несколько штук было. То есть рыбка
то ли начала активничать, то ли просто собираться на прикормочку. Ну, по крайней мере, хоть какие-то проявления стали. Так что вот такие вот дела у нас. Так что еще тогда посидим. Еще прикормочки осталось у нас, забросов, я не знаю, на 30, наверное. Вот. Я думаю, сейчас в быстром темпе где-то 2-3 минуты часик покидаю. И хочу посмотреть, изменится что-то. Ну, похоже, подошла меленькая рыбка. Вот хочу посмотреть, крупная подойдет или не подойдет. Да, конечно, вот к слову, на что лучше ловить, донки или фидеры. Вот в данном случае, как сегодня получилось, конечно, донки бы победили однозначно. Потому что там никаких проблем. Закинул. И можно уйти спокойно в машину или в палатку. И они сами ловят. Дождик маленечко там прекратился. Пошел, проверил. Если рыба подсела, снял. Перезакинул. И опять можно спрятаться. А вот с фидером так не получится. С фидером надо сидеть. Это ловля активная. Сидеть, кидать. 2-3 минуты интервал. Ну, потом можно, конечно, расширить. Но все равно первые хотя бы час-два надо активно закармливать точку, чтобы был какой-то результат. Вот. А у меня в итоге как получилось? Закормился — гроза. Еще несколько раз кинул — гроза. С утра проснулся, там, я не знаю, дождик закончился, ну, раз, наверное, 10 я успел кинуть. Третья гроза. Ну и каждый раз, соответственно, там по часу, полтора, по два перерывы. Ну и понятно, что даже если в это время кто-то подходил на точку, особенно если хороший там подлещик, он съедает, ну там 10 кормушек ему съесть там 10 минут. Вот. Может быть, кто-то и подходил. Соответственно, это все съедалось и уходило восвояси. Так что вот еще один плюс крокодильчиков и коротеньких поводков. То, что закинул, и рыба сама садится. Там не нужны подсечки, она засекается сама. Она, конечно, может сойти, но, по крайней мере, очень часто такое происходит, что подходишь, потом вытаскиваешь, а рыба там сидит. Особенно с ночи так часто получается. Вот. Так что посидим еще пару часиков, я думаю, пока прикормочка не закончится. И если ничего не изменится, тогда уже поедем домой. Ну, а если какие-то начнутся поклевки, тогда замесим еще прикормочки и попробуем половить. Кстати, на второй, вот на этот, на правый фидер, да, который с коротеньким поводком, вот, сало постоянно съедалось. Не знаю, вот сколько раз сало насаживал, вытаскивал, его там почему-то нет. Не знаю, с чем это связано. Но опять же таки, там жестко привязан. Поводок привязан жестко к кормушке. Возможно, из-за этого его просто рывком снимают. Слабины лески нет. И ничего не попалось. Я уже попробовал кукурузу туда посадить. Попробовал сейчас пенопластик. Вот пока тишина. Не знаю. В наших условиях, похоже, такой не прокатывает. Надо все-таки скользящий монтаж. Так что вот. Ждем подхода. А вдруг? Вот что-то наклюнулось.
Ну, что-то не крупное. О, что-то там. Аж крутится. Ну вот, подошел меленький подлещичек. Да бутербродик. Опарыш с червячком взял. Совсем маленький. Совсем маленький. Ну, по крайней мере, хоть что-то. Червяка съел. Ой, иди. Ну вот какая-то рыбка подошла. По крайней мере, хотя бы веселее стало. Что-то клюет. Посмотрим. Чем черт не шутит, да? А вдруг что-то и побольше подойдет. Так что ждем. Соседи приходили, ребята, тоже пытаются что-то поймать. Тоже тишина у них. Ну, они на не на донке, даже не знаю на что. Сказали на леща, а на что не сказали. На той стороне много народу стоит. И тоже колокольчиков не слышно. Обычно, когда идет клев, там колокольчики звенят на всю Волгу, а тут вообще тишина. Что ладно. А вдруг расклюется, мелочевка подошла, клюет, в принципе, на каждом забросе по тычке. Вот сейчас червячка насадил, это на опарыша было. Сейчас червячка насадил, и сразу такая хорошая поклевка акцентированная. И вот маленький попался. Будем ждать крупных. Опять на клевочке. Такие хорошие сейчас наклевки были. Непонятно, то ли стащили червя. Такие удары уже посильнее были. Причем перед этим 2 заброса делал. И вообще тишина была. Непонятно, то ли что-то покрупнее подошло, либо клев прекращается, либо что-то подошло покрупнее. Обычно 2 причины. Вот сейчас насадил червя побольше, пучочек, и хотел подождать подольше. Вот буквально прошла, наверное, минуты полторы. Было 2 хорошие потяжки. И тишина без продолжения. Что-то ему не понравилось. А вот есть еще какое-то движение. Во. Это опять мелочь подошла. Да. Рыбалочка у нас сегодня, мягко скажем, трудовая. Ну, зато свежим воздухом дышим. Погодка-то вообще в целом такая, как по мне, очень нравится. Такая пасмурная погода. Я не знаю, как она для леща. Похоже, что не очень. Но зато очень много плескалось хищника. Вот после грозы, потом было затишье такое,
И прям всплески по воде хорошие были. Ну, все на фарватере далеко. Похоже, что такая погодка больше хищнику нравится все-таки. А лещу, наверное, нужно солнышко, тепло. Ну и место мне здесь не особо все-таки нравится. Больше я сюда не поеду. Глубина здесь, конечно, маленькая. Вот, по крайней мере, в предыдущих видео, если смотрели, где мы на леща ездили, там глубина, ну, раза в 1,5, а то и 2 больше. Если здесь у меня кормушка падает где-то на счет 9-10, то есть, ну, глубина, наверное, где-то метров 6-7, то там, где мы ловили, там кормушка иногда падала до 20 на счет. То есть там глубина за десятку была. Поэтому там мелочи, ну, практически вообще не ловилось. Очень-очень редко, когда мелкий подлещик проскакивает. Там, если уж клюет, так, ну, по крайней мере, съедобная рыба. А вот здесь маленькая глубина и маленькая рыбка. А вот тут там еще живой есть. Кто-то еще дергает. Но слава богу, что я в то место не поехал, наверное. Потому что там очень плохая дорога. Выезд из леса на поле. Там даже на моей машине с трудом после дождей можно пробраться. А здесь вот дорожка получше, и сосновый лес, места красивее. Но, к сожалению, по рыбе как-то не очень. Хотя здесь, ну, по берегу, может быть, где-то, вот я же поменял место. То есть там левее, там вообще 2-3 метра глубина. Вот здесь уже там 6-7 можно докинуть. Может, где-то еще фарватер поближе подходит. Ладно, кто-то там наклюнулся, видно, наверное, все съели. Будем перезабрасываться. И ждать. Может, кто все-таки подойдет. Вот попалась очередная. Ну что это за подлещик? Да. Не подходит. Хорошая рыбка. У меня тут еще осталось кормушек 15, наверное. В общем, если ничего не изменится, вот такие тут клюют подлещики. В общем, если ничего не изменится, буду я собираться. Что-то не хочет, там тучи еще опять заходит, ветер поднялся. Надежда, конечно, умирает последней, но сегодня, похоже, уже клево, я не дождусь. Кто-то еще нам попался. Что-то покрупнее, что ли. Похоже, самая крупная рыбка. Да. Смотрите-ка. О, вот это уже экземпляр. Вот это уже подошла рыбешка-то. Все-таки. А я уже собрался собираться. Уже свернул один фидер. Все-таки терпение
И труд, все перетрут. Может быть, подождать еще? Даже не знаю. Ну вот, друзья, вот это уже съедобный подлещик. Он даже, кто-то его кушал когда-то, уже зарос. Рано заросли. Иди гуляй. Ну хоть кто-то. Вот под конец. Ну, не знаю тогда. Сижу еще. Маленечко прикормочки осталось. А вдруг кто-нибудь попадется позначительней. Хотя бы одного привезти домой на жареху. В принципе, нам больше и не надо. Друзья, все-таки расклевал я точечку. Второй съедобный. Даже теперь не знаю, может их брать. Не знаю, что делать-то. Интересно, интересно. Интересно получается. Так, сейчас подумаем, что с ними делать. Не, наверное, отпущу. У меня просто прикормки уже мало осталось. Если поймается что-нибудь достойное, тогда уже начнем брать. Ну вот, друзья, смотрите, как интересно получается. Раскормил в итоге я точечку. Вот. И поклевки, в принципе, если точно попадаешь, вот, поклевки следует, ну, где-то на счет 100. Ну, где-то через 1,5 минуты примерно вот так. Вот сейчас у меня что-то махнулось маленечко в сторону. И что самое интересное, как говорят, леща, подлещика, чем кормишь, на то и лови. Ну или добавляй, на что ловишь, в прикормку. В итоге я в прикормку добавлял опарышей и добавлял кукурузы. Пробовал и на то, и на другое. Тишина. Ну, там, если на опарыше еще какие-то были потергунчики, но до поклевок дело не доходило. Ну, такое, чтобы засечь. И взял, у меня была пачка червячка, ну, так, на всякий случай, скорее. Я попробовал подсаживать червячка, как бутерброд. И дело пошло. И, в принципе, такие, ну, конечно, мелкие в сравнении с другими местами. Но для этого места, я так понимаю, это крупный подлещик. Ну вот, век живи называется, век учись. Вот что рыбе надо. И сало пробовал, и кукурузу, и опарыша, и красного, и белого, и так, и сяк. Ну, игнорирование полное. А вот красненький червячок, и, по крайней мере, ловится, хотя бы весело. И что-то уже и уезжать перехотелось. У меня тут еще прикормочки осталось. Ну, тут не знаю сколько тут. И, наверное, все-таки докидаю я ее. Замешиваться больше не буду, вне зависимости. Вон там, смотрите, сплошные тарлингисты. И прям плывет как раз туда, куда я кидаю.
Троллингистов, конечно, много. С той стороны ребята, похоже, уехали, не слышно их. Вообще, ну, на удивление, колокольчиков не слышно. Может быть, и клёва нет. Хотя, вот, у меня мелочь, но расклевалась. Поплыли троллингисты. Там где-то справа на квок ловили, слышал квок. Сама пытались поднять, похоже. Ну что, друзья, вот и подошла к концу рыбалочка. Буду я собираться домой. Ну что, подытожим. Прикольная, конечно, получилась ночка. 3 грозы. За сколько? За 12 часов. Апокалипсис какой-то в этом году у нас с погодой. То жара за 30 стояла месяц. Теперь град, грозы, град. Какие-то эти, как его, смерчи бушуют в области. Вот. Ну и рыбка, соответственно, тоже похоже. Не понимает, что ей делать, как себя вести. Ну а по самой рыбалке в итоге, как бы, ну, несмотря на все сложности, рыбку я все-таки поймать смог. Где-то с десяточек подлещичков я поймал. Вот, 2 из них, в принципе, съедобные, но остальные совсем мелкие. Ну и, скорее всего, ну, тут просто ее нет, крупной рыбы. Хотя, уверенным быть, конечно, нельзя, но, судя по всему, это так. Ну, а где ее нет, ну, значит, ее и не поймаешь. Вот, так что выбирайтесь на природу, несмотря на погоду, потому что лето у нас короткое, вот, и провести его дома, ну, а смысл? Зимой дома можно насидеться, а летом надо выбираться, дышать свежим воздухом, получать удовольствие от нахождения на природе. Ну и теперь нас долго не будет, мы уедем, как я уже говорил, в Весьегонск на 9 дней. Вот. И там попробуем поснимать. Будет рыбалка и спиннинговая, и с лодки, и всякое разное. Я уже не знаю, что там по рыбе в этом году. Никто у нас не ездил. Это будет первый выезд туда. Грибы, ягоды. Ну, в общем, что получится. По максимуму мы поснимаем. И, конечно же, я выложу, посмотрите. Так что подписывайтесь и смотрите нас. Будет интересно. Все, до встречи, друзья. Пока-пока.